Здравствуйте, меня зовут Ирина. Сегодня мы поговорим о струвитных камнях, которые образуются в мочевыводящих путях у кошек и собак, и об особенности диетотерапии, которую назначают при этом заболевании. Струвитные камни, кристаллы фосфата магния и аммония являются одними из наиболее распространенных мочевых камней. У 42% кошек и примерно половины собак обнаруживаются струвитные камни. Мочевые камни образуются из кристаллизованных минералов. Размер может значительно варьироваться от микроскопически крошечных кристаллов до размеров гравия или даже камней диаметром в несколько сантиметров. Мочевые кристаллы, которые скапливаются вместе с образованием более крупных структур, называются конкрементами. Состояние, которое проявляется формированием камней в мочевыводящих путях, называется мочекаменной болезнью или уролитиазом. Существуют различные причины образования мочевых камней у кошек и собак. Могут быть задействованы генетические факторы, особенности породы или ряд метаболических заболеваний. Стоит заметить, что неправильно выбранная, несбалансированная диета тоже может оказать значительное влияние на формирование заболевания. Каковы факторы риска образования струвитных камней? В предыдущем видео мы говорили об этом, когда касались продуктов Happy Cat Sensitive Urinary Control и Mincas Urinary Care. Эти два продукта относятся к повседневной линейке и направлены на профилактику возникновения уролитов струвитного типа. Ветеринарная диета струвит назначается для лечения, цель которого – растворение струвитных камней. И это хорошая новость – струвиты можно растворить. Ветеринарная диета струвит назначается для профилактики рецидива заболевания, а также при идиопатическом цистите кошек. Итак, вернемся к факторам риска. Первый фактор – недостаточный питьевой режим. У кошек ослабленное чувство жажды. Все знают, что кошки очень мало пьют. Недостаточное потребление воды приводит к повышению концентрации мочи. Соответственно, создаются предпосылки для образования кристаллов и камней. Маленькие собаки тоже в зоне риска. На долю размеров XS и мини приходится 60% случаев мочекаменной болезни среди всех собак. Породная предрасположенность – второй фактор риска. На долю йорков, французских баллонок, шицу, цвергов и тойпуделей приходится 50% случаев мочекаменной болезни у собак. У кошек более подвержены мочекаменной болезни породы рэгдолл, шартрез, гималайская, персидская, домашние породы. Однако относитесь к результатам исследований объективно. Учитывайте тот факт, что в разных странах собирались разные выборки животных, поэтому итоговые значения тоже отличаются. В определенное время некоторые породы были более популярны, и, соответственно, животные популярных пород чаще участвовали в исследованиях. Третий фактор риска образования струвитных камней – это диета, богатая магнием, фосфором и белком. Подобный рацион содержит прекурсоры. Это химические элементы, из которых в будущем могут образовываться струвитные камни. А мы уже с вами знаем, что струвиты – это кристаллы фосфата магния и аммония. Четвертый фактор – возраст животного. Замечено, что увеличение случаев мочекаменной болезни начинается в периоде с 2 до 8 лет у собак и с 1 до 6 лет у кошек. Значение показателя реакции мочи – пятый фактор риска. Показатель pH мочи позволяет оценить баланс щелочей и кислот. Кристаллы струвита формируются в щелочной среде. Шестой фактор риска – 80% образования камней струвитного типа у собак приходится на долю сук. У кошек результаты по полу разнятся. Ожирение у кошек, и мы уже не один раз об этом говорили, увеличивает риск возникновения мочекаменной болезни. Риск возникновения струвитов в таком случае увеличивается в 3 раза. У собак появление уролитов струвитного типа в 98% случаев связано с наличием инфекции в мочевыводящих путях. Важные моменты. Чем больше факторов риска у животного, тем выше вероятность возникновения мочекаменной болезни. Образование кристаллов в мочевыводящих путях у животных еще не означает наличие мочекаменной болезни, потому что если мочевыводящие пути нормально функционируют, кристаллы выводятся с мочой, не успев преобразоваться в камни. Третье. Кристаллы должны находиться в мочевыводящих путях достаточное количество времени, чтобы произошло формирование уролита.
Поэтому факторы, стимулирующие мочеиспускание, такие как повышенное потребление воды, использование влажных кормов, могут играть защитную роль, а факторы, которые способствуют перенасыщению мочи, недостаточный питьевой режим, прекурсоры в рационе, измененный уровень pH, увеличивают риск возникновения уролитиаза. Ветеринарную диету при мочекаменной болезни струвитного типа назначают с двумя основными целями – растворить струвиты и профилактировать рецидив заболевания. Чтобы достичь цели, необходимо выполнение 3 условий. Первое – уменьшение выведения с мочой предшественников уролитов. Так как струвиты – это кристаллы фосфата магния и аммония, то хорошим решением будет уменьшение данных химических элементов в рационе. В ветеринарной диете струвит снижено содержание магния, фосфора и белка. Тщательно выбираются источники углеводов, чтобы содержание фосфора отвечало требованиям. Рецептура не содержит глютен. Также тщательно подбираются источники белка. Источником белка в диете для собак является птица, в диете для кошек – говядина, птица. Второе условие для достижения цели – значительное снижение реакции мочи до 6,4, так как при этом значении pH кристаллизация отсутствует. А чтобы создать условия для растворения уже имеющихся струвитов, необходимо снизить реакцию мочи до целевых значений 6,1 у кошек, 6,3 у собак. Дель-метионин, входящий в состав ветеринарной диеты, способствует подкислению реакции мочи. Третье условие для достижения цели – увеличение объема мочи. Повышенный диурез уменьшает концентрацию мочи и способствует промыванию мочевыводящих путей. Необходимый для данного условия уровень натрия в составе, добавление одуванчика и крапивы, которые традиционно используются для лечения заболеваний мочевыводящих путей, меняют плотность мочи. Помните, что свежая вода всегда должна быть в свободном доступе. В результате создаются условия, при которых струвиты растворяются и обеспечивается профилактика рецидива заболевания. Продолжительность лечения проводится до полного растворения уролитов. В среднем лечение занимает от 5 до 12 недель и зависит от количества камней, их размера и индивидуальных особенностей пациента. И, конечно, от выполнения всех рекомендаций, назначенных ветеринаром. Ветеринарная диета струвит представлена сухими и влажными продуктами. Влажный корм в виде паштета из курицы и свинины с рисом и пастернаком очень нравится кошкам и собакам. Влажный рацион можно использовать как монокормление. Для профилактики повторного образования струвитов организуйте своему питомцу подходящее диетическое питание и обеспечьте достаточный питьевой режим. У кошек должен быть доступ к чистым туалетным лоткам. Кошки очень чистоплотные, они избегают пользоваться грязным туалетом. Не забывайте вовремя менять в лотке наполнитель. Собак следует выгуливать несколько раз в день. Известно, что для кошек комнатного содержания характерна гиподинамия, которая влияет на интенсивность обменных процессов. При малоподвижном образе жизни снижается потребление жидкости, что уменьшает диурез, следовательно, повышается концентрация мочи. Поэтому ваш питомец должен иметь возможность побегать, попрыгать и поиграть, даже если он постоянно живет в квартире. Толстый кот, лежащий на диване, имеет больше рисков заболеть мочекаменной болезнью, чем активный и игривый котик. Те же рекомендации относятся и к собакам маленьких размеров. Струвитные камни легче образуются, если животное редко опорожняет мочевой пузырь. Вот почему подвижный образ жизни важен для профилактики образования уролитов и у кошек, и у собак. Для полной гарантии здоровья питомца дважды в год проходите у ветеринара профилактический осмотр, который включает исследование мочи. В следующем видео я расскажу вам о мочевых камнях другого вида и об особенностях диетотерапии. А на сегодня у меня все. До скорых встреч!